Набор из 7 цветных полимеров доставлен с Китая в Беларусь через 3 недели, и трек-номер отслеживался. В комплекте вложена инструкция на английском языке с таблицей смешивания полимеров для получения нужного цвета. Вот такой вот пластиковый шпатель, пластиковая емкость с завинчивающейся крышкой для смешивания цветов. Несколько лоскутков, точнее 3, ламинированной бумаги с определенной фактурой, хлопчатобумажная ткань и кусочек винила. Этот набор предназначен для мелкого ремонта цветных изделий из кожи и винила. Согласно прилагаемой инструкции, не рекомендуется нагревать и замораживать емкости с полимерами, требуется хранить их при комнатной температуре в плотно закрытых емкостях. Если полимер оказался заморожен, не рекомендуется его пускать в горячую воду, чтобы не расплавить пластиковый контейнер. Перед ремонтом поврежденную поверхность требуется зачистить спиртовым раствором, обрезать все нитки, распушенные края, неровности, при необходимости зачистить мелким абразивным материалом отслоение краски. В комплекте имеется лоскут хлопчатобумажной ткани, который используют в качестве заплатки с внутренней стороны, если имеется сквозное отверстие на ремонтируемой поверхности. Для этого вырезается кусочек немного больше, чем поврежденный участок, немного больше отверстия. Он вставляется под поврежденную область. Это обеспечит основу для ремонтного соединения. Используя руководство по смешиванию на обратной стороне этой инструкции, необходимо смешать нужные цвета. Для этого берется один какой-то в первом столбце основной цвет, который берется побольше из расчета на то, сколько необходимо его, и добавляются понемногу остальные цвета согласно этой таблице для получения нужного результата. Замешивать нужно этим шпателем вот в этой емкости. Когда добьетесь цветового соответствия, нанесите полимер на область, подлежащую ремонту, и оставьте на 1 час для высыхания. Полимер будет немного усыхать и как бы провалится в это сквозное отверстие, и по необходимости нужно нанести будет 2-й или 3-й слой. После высыхания полимера его цвет будет немного отличаться от свежего. Для подбора цвета используется лоскут вот этого комплектного винила, на котором необходимо проводить все эксперименты. Сюда наносится замешанный полимер, выжидается до его высыхания и сравнивается с цветом ремонтируемой поверхности. В принципе, данным набором, если наловчиться, можно устранить мелкие дефекты, но очень трудоемко добиться нужного цвета при смешивании полимеров. Вот, например, вроде как подобрал под цвет ботинка, но все равно он отличается. Кстати, рекомендую наносить полимер именно компактным шпателем. Тогда слой при высыхании получается ровный, гладкий, и он глянцевый. Полимер нужно накладывать именно как вот строительным шпателем. Работайте точно так же и здесь. То есть наносите слой полимера, распределяете по всей области и выравниваете, лишнее убираете. Так, прошел еще очередной час, и как я уже показывал ранее, есть 3 листочка бумаги с разной фактурой. Но ни один из них не подходит именно под фактуре ремонтируемой кожи. Только для примера использую один из них. На одной из сторон есть штамп The Side Up. Это верхняя сторона, поэтому кладем так. Но предварительно я еще смазал мыльным раствором, чтобы потом легко можно было отнять. Кладем, значит, верхней стороной The Side Up. И плотно прижимаем к ремонтируемой поверхности. И так оставляем до утра. В принципе, полимер свою задачу выполнил. Отверстие он в кожаном изделии заклеил, поверхность теперь целая, но ремонт этот времязатратный и трудоемкий, то есть на каждый слой нужно затратить час, пока он высохнет. Ну и часов 12 полимер затвердевает. При высыхании его пластичность сохраняется, то есть можно сгибать. При сильном старании, конечно, можно добиться гораздо лучшего результата. Но еще раз скажу или акцентирую внимание на том, что данный комплект предназначен именно для мелкого ремонта. Ссылочка внизу. С вас лайк, подписка. Всех благ. До скорой встречи на канале. Пока.